Кавказ – это уникальное место, где живет около 50 народов. Многие из них живут на этих землях более 3000 лет, другие пришли в результате завоеваний или миграций. Цель этого проекта – показать историю, культуру и обычаи кавказских народов из глубокой древности и до наших дней. Сегодня вы узнаете о самом многочисленном народе из всех живущих на Кавказе. Мы попытаемся выяснить, кем на самом деле являются азербайджанцы и почему их государство может увеличиться вдвое. Не забывайте подписываться на канал, чтобы увидеть новые выпуски. Под видео вы найдете ссылку на Instagram, где вы можете участвовать в голосовании о судьбе канала, получать новости, а также пополнять знания любопытными фактами каждый день. А мы начинаем. Этногенез азербайджанцев закончился не так давно, и для того, чтобы понимать, с какого момента начинать повествование, нужно сначала выявить, чьими потомками они являются. В отличие от многих наций на Кавказе, азербайджанцы обладают уникальной системой смешения племен, языков и обычаев в течение создания единого этноса. Потому вы можете найти множество гипотез о том, какая из цивилизаций являлась доминантой и оказала наибольшее влияние. Но основных несколько – тюркская, иранская и смешанная. Давайте взглянем на каждую из них. Считается, что агузами называли союз нескольких племен в степях Центральной Азии. В XI веке они двинулись на юго-запад и впоследствии захватили большую часть Ближнего Востока, в том числе и земли нынешнего Азербайджана, заменив собой автохтонное население путем ассимиляции. Ключевая мысль в том, что основой для создания азербайджанской нации стали тюрки. Тут немного иной взгляд на эти события, и существует мнение, что агузов было недостаточно для того, чтобы заменить собой существующих жителей. Поэтому, хотя их язык и стал основным для общения у местных, но все же костяк будущих азербайджанцев составили иранские племена, испытавшие тюркизацию. Пожалуй, самая удобная гипотеза, где учитывается смешение иранских племен, агузов и жителей Кавказской Албании в одинаковой степени, но с главенствующим положением тюркского языка, что позволяет считать себя потомками нескольких цивилизаций в одночасье. Что же касается генетики, то по итогу исследований Института Макса Планка в Лейпциге можно сделать заключение, что агузские племена не оказали значительного генетического влияния на местное население. И азербайджанцы в большей степени являются потомками иранских племен и южных кавказцев, чем тюрков. И хотя единственными наследниками жителей Кавказской Албании несомненно могут считать себя удины, как часть лезгинского этноса, нужно сказать, что в ходе завоеваний автохтонное население лишилось своей идентичности и смешалось с захватчиками. Подведем итоги. Действительно, внушительная часть нынешних жителей Азербайджана являются потомками местных лезгинских племен, попавших под культурное влияние сначала персов, а потом агузов. Остальные же имеют иранское происхождение. Собственно, талыши, живущие на юге Азербайджана, это одно из автохтонных племен, избежавших культурной ассимиляции агузами. Исследования 2002 года показывают, что ираноязычные талыши и таты очень близки генетически тюркоязычным азербайджанцам. Это дает основание полагать, что этнические деления в Азербайджане являются лишь следствием успешной тюркизации большей части автохтонного населения и неудачи по отношению к его меньшей составляющей. Если уже на этом моменте вы запутались, то не беспокойтесь, вы не одни. Британская энциклопедия считает азербайджанцев тюрками. Согласно Большой энциклопедии Ларуса, они иранцы, а по Большой советской энциклопедии они потомки племен Кавказской Албании. На официальном сайте Кабинета министров Азербайджана указано, что его государственность существует около 5000 лет. От себя лишь добавлю, что этногенез настолько большого народа невозможно легко объяснить,
потому что консолидация азербайджанцев на Южном Кавказе имела свои мотивы и основания, а движущие силы для Южного Азербайджана были совсем иными. Возможно, вы только что удивились, о каком таком Южном Азербайджане я сказал. Если вы думаете, что государство Азербайджан – это и есть основное место жительства этой нации, то спешу вас удивить, это лишь половина. Южная его часть даже немного больше и по площади, и по населению. Эти земли соответствуют Малой Мидии или Атропатене, существовавшей еще в эпоху Александра Македонского и династии Селевкидов. Здешнее население общалось на языках иранской семьи, но в XI веке эти земли захватывают сельджуки, и уже к XVI веку местные начинают использовать азербайджанский язык как основной. Он возникает на основе агузских и кипчакских племенных диалектов. Азербайджанцы оказывали заметное влияние на политику персидского государства, а после восхождения династии сефевидов почти все их этнические земли оказались в составе единой державы. Это была эпоха подъема азербайджанского языка, ставшего языком персидской знати. Одним из классиков золотого века азербайджанской поэзии стал Шахиншах, полководец и поэт Исмаил Сефевид, основатель одноименной династии. В 17-18 веках усиливается обособленность азербайджанских ханств, что только способствует захвату земель российским и персидским государством. По итогу земли Азербайджана оказываются поделены на две части. В такой обстановке появляются национальные движения за объединение. И потому, когда в начале 20 века на Южном Кавказе возникает независимое азербайджанское государство, то одной из его целей является объединение всех этнических земель. Это четко видно по изготовленной карте, где указаны два Азербайджана. Эта идея и на данный момент актуальна. В 90-х годах было создано национально-освободительное движение Южного Азербайджана, ставившее целью объединение всех земель с азербайджанским населением в одно государство. Топоним Азербайджан восходит к слову Атурпатакан, что значит «хранитель огня» или «земля огня». Такое название объясняется тем, что на этих землях было в быту огнепоклонство. Местные жители были последователями зороастризма до появления войск халифата в VII веке. С момента арабского завоевания начинается исламизация населения, повсеместно возводятся мечети, а также заселяются мусульмане. К X веку в Азербайджане большинство мусульман относило себя к шиитам, что обозначило в дальнейшем близость с соседними шиитскими государствами. Ислам имел ключевое значение в консолидации таких непохожих между собой компонентов этнической, бытовой и культурной составляющих азербайджанского общества. До XIX века религия имела большее значение в жизни этих людей, чем национальная идентификация. Потому азербайджанские писатели и поэты, упоминая людей в своих сочинениях, чаще всего называли их мусульмане, а не азербайджанцы или тюрки. И только последние 200 лет национальность вышла на главную позицию в моментах самоидентификации. Как я уже упоминал, азербайджанцы являются наиболее многочисленным народом на Кавказе. Также они показывают удивительный подъем численности населения. К началу 90-х в Азербайджане было 5,8 миллиона человек, а на сегодняшний день уже более 10 миллионов. В Южном Азербайджане живет от 15 до 25 миллионов. Также неплохие отчеты показывает и экономика государства. Богатые залежи нефти были известны еще тысячи лет назад. Но активный бум добычи и сбыта ископаемого топлива начался после восстановления независимости в 90-х годах. Последние десятилетия Азербайджан показывает лучшие позиции по темпам экономического подъема в СНГ, даже на фоне военного конфликта в Карабахе и около полумиллиона беженцев, бежавших от войны. Спасибо за просмотр. Чтобы увидеть следующие выпуски, не забывайте подписываться на YouTube канал
а также в Instagram. Напишите в комментариях, что вы знаете об азербайджанцах и на какие темы хотели бы увидеть дальнейшие видео. И как обычно, мир вашему дому.